Всем привет! Хочу поделиться нашим переездом на Филиппины из Беларуси вместе с этим прекрасным котом. Как мы получили разрешение, какие нужны были документы для оформления перелета. Для того, чтобы оформить документы коту на перелет, нужно сначала иметь паспорт международного образца, который мы получали в ветеринарной клинике по месту регистрации. Получается, на первой страничке заполняются данные владельца, имя, фамилия, адрес по месту прописки, город и страна. Здесь можно на первой страничке вписывать 3 владельца животного. На второй страничке фотография животного обязательно, кличка, вид, это кот, собака, имеется в виду порода, у нас метис, пол, дата рождения и цвет волос. У нас кот Джинджер. Далее, после того, как у вас есть такой паспорт международного образца, нужно сделать коту дегельминтизацию за 10 дней до постановки чипа. Следующая идет страничка с чипом. Обязательно ставится ветврачом дата, область, куда поставлен чип, и штрих-код чипа. Ставили чип. Нужно, чтобы прошло время, например, 5 дней, для того, чтобы чип хорошо зафиксировался, потому что, как нам рассказывали, бывают моменты такие, что чип смещается при сильной подвижности кота. Вот, и мы через 5 дней, получается, выждали это время, 5 либо 7 дней, уже точно не скажу, выждали время, и после этого мы сделали прививку от бешенства. Получается, у нас от бешенства и противопаразитная наружная. Это получается вакцина. У нас была Набивак Рабиос и Набивак Трио. Сейчас найду, покажу. Набивак Трика Трио. Получается, одним разом Набивак Рабиос и одним Трика Трио. А это получается, один раз мы приехали и поставили нам сразу 2 вакцины. Конечно, когда делаете дегельминтизацию коту, тоже обязательно нужно вписывать препарат какой, либо вот наклейка, роспись, и обязательно печати должны стоять. После вакцинации, после того, как прошло уже 14 дней, ставится еще повторная вакцинация Трика Трио, противопаразитная. А вакцинация от бешенства ставится только 1 раз. Дальше, что мы еще делали? После второй вакцинации противопаразитной у нас Набивак Трика Трио. Нужно, чтобы прошел 21 день, и только потом можно уезжать со страны. Получается, мы еще после этой прививки делали еще дегельминтизацию за 5 дней до вылета и клинический осмотр. Клинический осмотр делали за 2 дня до вылета. Что смотрели? Только чип, кота вообще не проверяли, вот, хотя говорили, что и в аэропорту будут проверять, никто не смотрел, только чип считали, и все, как бы, на этом. Кота вообще никто нигде не смотрел.
Прилетели тоже, когда на Филиппины никто кота не смотрел. Получается, после того, как у вас уже проведен клинический осмотр животного и стоит печать, печать тоже ставится, печать тоже ставится, вам выдаются, например, мы летели из Беларуси до Филиппин, нам выдавали 2 сертификата ветеринарной клиники. Два таких ветеринарных сертификата. Этот выпуск для России. Второй сертификат у нас забрали. Вот здесь также, так как мы летели через Россию, с выходом в город, и получается, что нам нужно было еще в России пройти ветеринарный сертификат. Кстати, тоже в России у нас никто кота не смотрел, даже чип не проверяли, поэтому только поставили печати и готово. Ну вот в России на самом деле очень долго ждать ветврача было, примерно час. Я ходила еще, так как не местная, просила продавцов в магазине, чтобы они созвонились по этому номеру и спросили, когда будет врач-ветеринар. Вот, как-то так, очень долго ждали. Для того, чтобы лететь на Филиппины, нужно было получить такой сертификат, можно даже за месяц получать, он действует 2 месяца. Должно быть таких 3 листочка. Его получать нужно онлайн на сайте ветеринарии. Получается, без этого разрешения вы не сможете вылететь на Филиппины. Вас могут не принять, просто развернуть обратно. Если также будете перемещаться в дальнейшем, если даже указываете путь не только Манила, а какой-то другой путь, перемещение водным транспортом, не воздушным, то вам нужно будет еще получить разрешение на перемещение водным транспортом. Мы плыли до нашего острова на пароме, мы получали такое разрешение. И еще один листочек, такой у нас есть. С этими листами вы плывете до конечного пункта назначения вашего. И на выходе, например, из парома у нас смотрели эти документы, смотрели нашего кота. И там был еще один листочек, вот его забрали. Там было фото нашего кота и информация. И говорили, что будут отзваниваться, но никто так и не отзвонился, не спрашивал, как чувствует там себя кот после прилета. Вот, заболел, либо не заболел. Таким образом. Расскажу немного о вылете, как мы летели из Беларуси в Москву. Мы летели с приключениями, так как первое, что в аэропорту в Минске у нас кот просто убежал. Не было помощи от сотрудников, которые работают в аэропорту. Они не помогали, они сначала сказали: оставьте кота возле ленты. Получается, было очень шумно. Я прошла сначала сама через сканировку эту. И после того они сказали вернуться за котом, взять кота в руки и поставить переноску на ленту. И, естественно, очень громко, пока я пошла, сама отдалилась от кота, это время заняло. И пока вернулась, кот очень сильно напугался, у него был стресс. И я, когда взяла кота в руки, он вырвался и убежал. И хорошо, что он убежал, просто спрятался. Получается, мы заходили, прямо двери были, и с правой стороны были там столы. И вот внизу стола был компьютерный стол, стоял. И
компьютер и внизу техника компьютерная. И он туда спрятался, в угол забился, бедный. И он сидел вот так вот в углу, и повезло, что он никуда дальше не убежал. Я его сильно схватила в руки, держала, посадили в переноску потом. Уже другие люди положили переноску на ленту, а до этого как бы никто не помог. Вот, а в Москве я попросила тоже сотрудников, помогите, пожалуйста. Они, конечно, девушка, мне очень понравилось, как они помогали, они аккуратненько, давайте, держите его, вот. Было очень приятно то, что была помощь. Тоже, получается, у нас был выход из Москвы. Выход, мы забирали чемоданы, это не транзит был. Получается, когда мы снова заходили, снова кота нужно было, вот все очень сотрудники помогали тогда. Получается, в Москве очень помогали. И когда мы уже прилетели в Турцию, у нас был транзит, но сотрудники, которые работают на досмотре, они вообще какие классные были, они поприветствовали кота, они позвали своих сотрудников, то, что видели меня с котом, они позвали, сказали, нужно помочь девушке. И даже мне не пришлось просить никакой помощи, помощь была уже оказана сразу. И насколько я была удивлена, что вот какая разница между аэропортами. Сотрудники где-то помогают, а где-то не помогают. Вот. Было очень приятно. Мы когда они, короче, тоже на своем языке, я их, конечно, не понимала, не английский язык был тоже, и они между собой начали говорить, нужно помочь девушке, пришли, поставили сами переноску, я с котом только прошла вместе, все отлично, посадили кота в переноску, все. Вот, они попрощались с котом тоже и помахали ему ручкой. После посадки на самолет из Турции до Манилы нам нужно было садиться на самолет, кота тоже поприветствовали и сказали ему пока. Вот, было очень-очень приятно. В Манила, когда прилетели, тоже встретили очень положительно. Когда прилетели в Манила, очень сотрудники, когда увидели, о, кот, у меня кот точно такой, как и ваш, начали говорить. И тоже очень приятно было, что вот, типа, с котом все сбежались, хотели открывать переноску, я только сказала, no! Вот, и потом они типа, а что, он укусит нас? Вот. Короче, я очень боялась, чтобы он не выбежал, потому что в Беларуси я его ловила, и такой опыт у нас был. После прилета и после прохождения паспортного контроля мы пошли на стойку животных, ветеринарии. Она сразу же видна, сотрудники сразу вас направят, если они увидят вас котом. И, в общем, там оплатили сумму. Точно сейчас уже не скажу, какая сумма. Мы там оплатили и были уже свободны. Говорили, что и на выходе еще у нас возьмут, заберут какой-то документ, там справка была, никто этого ничего не забрал, она осталась у нас. Вот, как-то так. Все, мы были свободны. Дальше мы уже плыли на пароме, для этого нужно отдельный документ, я уже об этом сказала. Вот, и паспорт, все документы, в общем, которые из Беларуси остались. И на пароме есть, кстати, лайфхак такой, что есть отдельные места, закрытые для животных, с кондиционером. Конечно, там запах не очень, но животным там лучше, чем на улице сидеть, дышать этим влажным воздухом, потому что наш кот не привык к климату, и мы сначала его поставили на уличное ограждение для животных, и он там чувствовал себя вообще плохо, он хотел вырваться оттуда, клетку начал грызть, и мы узнали, что есть все-таки закрытый с кондиционером, и поставили его туда. Вот, наш такой счастливый все-таки, я считаю, положительный переезд.
Да, были какие-то сложности, но мы очень рады, то, что наш кот вместе с нами прилетел на Филиппины, и мы очень-очень этому рады.